Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог. В этом видео мы с вами поговорим о изделиях, которые сшиты с использованием виниловой пленки, как они себя ведут спустя много лет, как за ними ухаживать, что происходит с пленкой, как стирать, как утюжить. В общем, все расскажу, покажу подробно и наглядно. И начну я, пожалуй, сразу же со стирки. Стирать буду один из своих самых любимых коробов. На нем есть вот такое очень несвежее пятно. Именно поэтому сейчас я его замочу в пятновыводителе. Я буду использовать жидкий, но это не обязательно. Все зависит от того, из чего сшито ваше изделие. То есть я знаю, что этот короб сшит из бэушных джинсов, покрыт виниловой пленкой. Основа здесь синтепон. Подкладка — это штора "Икеа". Все свои материалы перед тем, как раскроить, я стираю. Я точно знаю, какие у меня материалы линяют, какие у меня материалы могут дать усадку, то есть такие непредсказуемые. Есть материалы, которые, например, один раз стираешь и все, ты уверен, после раскроя, после пошива с этим изделием ничего не произойдет. Стирать при любой температуре с ним ничего не произойдет, и все прекрасно. А есть непредсказуемое, например, ты раз стираешь, оно дает усадку, два стираешь, и оно и второй раз дает усадку. Но это бывает редко, но бывает. Чаще всего я 100% знаю, из чего я шью и как ухаживать за тем или иным изделием. В данном случае я уверена, что штору Икеи вполне можно замочить пятновыводителем, и с ней ничего не будет. Пятновыводитель у меня для цветного белья. Если же пятен нет, естественно, пятновыводителем я не пользуюсь. Если изделие светлое, могу в стиральный порошок добавить отбеливатель для белого белья. Ну и смотрите, я вот так кладу в стиральную машинку вместе с другим бельем, ну, понятно, что подходящим по цвету. Если бы короб был черный, стирала бы с черным, был бы он белый, стирала с белым. Ну, а в моем случае у меня такая там смешанная голубо-серая стирка, и вот вместе с ней я его и стираю. Далее я выбираю режим. Как правило, это либо смешанный, либо деликатный, либо ручной. Но в данном случае я буду стирать на смешанном. Тут 40 градусов, 1000 оборотов. И начинаем. Конечно же, режим также зависит из того, из чего сшито ваше изделие. Если бы у меня, например, внутри короба использовалась бы шерсть, то, естественно, я бы поставила на режим шерсть и стирала. Или, например, шелк. Поэтому тут нет универсального ответа. Ну, то есть чаще всего меня как раз-таки так и спрашивают, а как вы стираете изделие с виниловой пленкой? Ну, по-разному, потому что смотря с чего я шила. А люди воспринимают это как-то, ну, очень странно и с большим недоверием. Поэтому м, те, кто давно со мной на канале, те, кто шил по моим видео, те прекрасно это знают. Ну, а для новичков и для тех, кто сомневался, это будет полезная и наглядная информация. Нет же универсального способа, как стирать платье. Все зависит от того, из какой ткани сшито это платье. Точно так же и с виниловой пленкой. Кстати, видео мастер-класс на этот короб вышел 12 января 2022 года. И для тех, кто не видел, возможно, пропустил, не видел этого мастер-класса, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. Еще покажу поближе. Вот продолжает еще машинка работать. Вот там под водой, видите, виднеется короб. Ну и тут лучше видно, что он стирается с обычными вещами, то есть без каких-либо там спецэффектов и всего остального. Вот показываю, как есть.
А вот этот короб, на который также есть мастер-класс, датирован мартом 2021 года, и именно его я бы стирать не стала. То есть максимум его просто салфеточкой мокрой протереть. Почему? Потому что основа у этого короба картон. Ну, а это легенда. Вот такое полотно и косметичка, сшита из этого полотна. Был мастер-класс, датирован еще далеким 2018 году. И, кстати, второе по популярности после того, как изделия с пленки стирать нельзя, а тем более в стиральной машинке, второй миф, который мы сегодня вместе с вами наглядно развенчаем, это то, что пленка желтеет. Пожалуйста, вы только что видели косметичку, которой 8 лет. Ну и тем временем короб мой постирался, и вот так он выглядит сразу же после стирки. Если на первый взгляд кажется, что с пленкой что-то случилось, на самом деле с пленкой ничего не случилось, и с коробом также ничего не случилось. Просто вот как есть. Кстати, пятно не до конца отстиралось, оно еще тут у меня осталось. Ну, я думаю, что надо попробовать другой пятновыводитель. В общем, ставлю его на окно, на солнышко. Вот вы видите. Прошло уже немножко времени, цвет возвращается, но еще такой присутствует. Может казаться, что пленка помутнела, но нет, это просто внутри еще мокрый материал. Ждем, высыхает дальше. Вот смотрите, я с изнанки вот так утюжу с паром, не боюсь. Можно с лица, но через проутюжку. В этот момент пленка становится такая мягкая, податливая. Ну, для тех, кто видел мои мастер-классы, тот и так прекрасно все знает и понимает. Таким образом, нагревая утюгом с паром, я выворачиваю легко такие изделия, потому что пленка, она в момент становится очень-очень мягкой. И вывернуть, конечно же, легко. Кстати, греть можно не только утюгом, также и феном, кому так больше удобно. Ну и все. Кстати, подкладка высохла, и пятна практически незаметно, смотрите. Ну, в любом случае, постирала, короб чистенький, свеженький. Ну, а вид у него, ну, посмотрите, как будто я его только закончила шить. Смотрите, все ровно, все красиво. Никаких, тоже, опять же, часто пишут, он там лопнет, порвется. Ну, это же не вчера сшито и не позавчера. Этим пользуются. И это стирается в машинке. Поэтому, если сомневались, не сомневайтесь. Все проверено опытом и, конечно же, годами. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Также в описании под этим видео вы найдете ссылку на сборник моих мастер-классов, где я использую виниловую пленку. Ну и на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.